Сейчас какое-то непростое время. Я наблюдаю за новостями и вижу, что тот же самый Дубай и Арабские Эмираты в целом. Казалось бы, вот она, мекка безопасности, финансовой стабильности, где можно уехать, начать делать свой бизнес, и тебя не затронет политика. Но, кажется, приходит геополитика и просто сносит весь этот карточный домик из мифов и стереотипов. Многие люди думают, что скоро война это закончится, но я считаю, что эта война закончится не скоро, и все эти перемирия, все эти блокады, думаю, с нами на очень долгое продолжительное время. И жить, смотреть, как летят ракеты, я думаю, не самое прекрасное, что можно подумать. И сюда как бы относятся сразу же и Израиль, и страны Ближнего Востока, и все те, кто могут быть втянуты в конфликт. Я молчу и про Россию, и про Украину. И сейчас многие люди едут в Беларусь, и это здорово, классная, потрясающая страна. Серьезно. Но как будто бы это может в будущем оказаться в не самым благоприятным месте с точки зрения большого глобального конфликта. Я также говорю про Прибалтику, я молчу про то, что происходит в Европе. В общем, что-то в мире как-то происходит, и я хотел вам напомнить, и себе в том числе, что мой сервис-то все еще существует. Я помогаю людям переехать на Бали. А также я расширил свой сервис на Таиланд и планирую расширяться дальше, искать какие-то места, которые можно назвать как тихая гавань. У меня все так же есть возможности найти для вас классное жилье, встретить вас в аэропорту. Это может сделать как местный, так и русский. Оформляю визы. У меня на канале огромное количество достоверной информации. Скоро у меня будет сайт, где вы сможете со всем этим знакомиться. Ждите мои новые выпуски. Либо я могу вас уже прямо сейчас проконсультировать по поводу переезда на Бали, либо в Таиланд. В общем, мой сервис все еще работает. Я могу сделать вообще для вас все. Причем я делаю это все без какого-то маркетинга, потому что сейчас, например, на Бали пошла волна страха о том, что вот, оказывается, так важно делать корректный адрес в визе удаленщика, потому что приходят с проверкой и так далее. Ну да, конечно, это важно. И поэтому, когда вы идете, экономите на визах, берете их у типов, у которых даже нету в описании, какие документы нужны, контракт, договор с компанией, адрес проживания и так далее, конечно, они вас все напихивают в какое-то одно место, и потом вы с этим как бы по сути сталкиваетесь. Я всегда беру и озвучиваю весь список документов, я их всегда высылал. У меня нету ни одной депортации по вине меня. У меня за всю историю была только одна депортация. Она была связана с тем, что человек начал публиковать виллу в чате своего основного аккаунта, и к нему тут же пришло письмо с иммиграции, мол, приедьте к нам, и он выбрал депортацию. А так у меня всегда чистая история, за что я очень сильно трепетно переживаю, что касается виз. И поэтому, ребят, можете обратиться ко мне, и я просто вам по-честному расскажу, как переехать на Бали без переплат, как сделать все четко. Я помогу вам найти байк, жилье, сделать визу, встретить вас в аэропорту и рассказать, что и как делать. Потому что сейчас какое-то нестабильное время, и вот я наблюдаю за своим окном, и вроде бы солнышко светит, и погода прекрасная, птички поют, и цветочки распускаются, но что-то даже мне уже начинает хотеться переехать обратно куда-нибудь в Азию, переждать это неспокойное время. Поэтому, если вы хотите просто, чтобы все было сделано четко, без лишних переплат, без всяких маркетинговых словечек, там, а вот это тариф, а вот это вот все, нет, я просто вам чисто по-человечески, вот смотри, есть такая-то виза, так-то делаем. Поверьте мне, все агентства делают визу в одном кабинете, и у всех абсолютно одинаковые условия. И думать, что какое-то агентство сделает вам что-то надежнее, и если оно дороже, то нет, вы просто переплатите бабки и все. И поэтому сейчас у многих агентств, извините меня, горит жопа, потому что они понаделали фигни в документах, и теперь собираются всех бабки за то, чтобы документы эти переделывать. Ну, смешно, нет, чтобы делать сразу по-нормальному. В общем, я хочу напомнить еще раз о себе. Скоро начну активно вести канал, еще и на английском языке, поэтому можете меня рекомендовать и здесь. Кстати, я еще и ему валюту могу поменять. Так что, причем работал с людьми со всего света. И так прикольно, что этот бизнес для меня, он не имеет политики. И мы можем как-то как будто бы объединиться все в каких-то местах, где, ну, не принято конфликтовать. Потому что политика, пускай остается политикой. А люди, которые хотят быть от этого в сторонке, они могут приехать в то место, где тебе не нужно занимать какую-то сторону, поддерживать кого-то, где ты можешь просто быть собой и жить
прекрасном месте, которое ты выбрал.